Прокрастинация — это одна из самых дорогих привычек человека. Почему? Потому что она отнимает не только уверенность в себе, время человека, но и снижает качество работы, что в целом вполне логично. Увеличивает тревогу и превращает откладывание, так сказать, в образ жизни. Большинство советов, которые вы можете найти на Ютубе или там в других каких-то социальных сетях, это типа сила воли. Надо наращивать силу воли, тогда прокрастинация получится. Это бред. Потому что тут проблема зарыта гораздо глубже. Так, попробую сегодня объяснить, почему мозг выбирает бездействие, даже если оно приносит больше страданий, чем непосредственно сама работа. Меня зовут Гоша, я практически психолог. Поехали. Короче, что такое прокрастинация на самом деле? Обычно это объясняется как недостаток дисциплины, там отсутствие силы воли, вот это брехня. Но современная психология, да и я, рассматриваю это явление как способ эмоциональной регуляции. Человек не саму работу откладывает, а те переживания, которые с ней связаны. Если то, что вас ожидает, то есть вот работа или какое-то предстоящее действие, вызывает у вас тревогу, страх, боязнь совершить ошибку, мозг стремится уменьшить дискомфорт. Каким способом? Совершенно верно, самым быстрым. Он переключается на деятельность, которая приносит моментальное облегчение. Как раз поэтому прокрастинация, она не зависит от сложности задачи. Человек может часами концентрироваться на какой-то интересной работе, но при этом откладывать какой-нибудь плевый 5-минутный звонок грядущий. Разумеется, если этот звонок связан с высокой эмоциональной нагрузкой. Таким образом, еще раз повторим, только другими словами, чтобы было попонятнее, получше, поинтереснее. Источником проблемы становится не объем усилий, а субъективная стоимость переживаемого дискомфорта. В чем прикол? Кратковременное облегчение, вот когда мозг куда-то переключается, вместо того, чтобы делать то, с чем связаны вот, неприятные эмоции и прочее, закрепляет этот механизм. Потому что после переключения тревога действительно снижается. Поэтому мозги что себе там думают? Что, это работает, значит, это эффективная стратегия. Но вот этот звонок или какая-то задача остаются невыполненными, дедлайны горят, тревога растет, и когда вот это все наваливается, первое, что хочется сделать — правильно, опять это подальше отодвинуть. По итогу получается замкнутый круг. Что в этом кругу замкнутом происходит? Временное облегчение становится причиной долговременного напряжения. Практическое упражнение. Вместо того, чтобы спрашивать себя, почему я опять ленюсь, почему я... Задайте себе другой вопрос, вот который я сейчас вам назову. Какой эмоции я сейчас избегаю? В чем прикол? Если определить источник дискомфорта, страх критики, ошибки, неопределенности, начать действие становится значительно легче. Теперь окрестим следующую часть очень пафосно. Почему мозг выбирает страдания вместо действия? С точки зрения эволюции, задача мозга не сделать человека успешнее, продуктивнее, лучше, спрогрессировать. Основная задача мозга — это минимизировать угрозы и сохранять ресурс. Это принцип выживания просто. Любая ситуация, связанная с неопределенностью, с риском, не с рисом, а с риском. Риск вполне себе может восприниматься и классифицироваться мозгом как потенциальная опасность. Что дальше происходит? Активируются механизмы избегания, чтобы как можно быстрее снизить уровень внутреннего напряжения. Проблема в том, что мозг оценивает последствия не одинаково. Немедленный дискомфорт, он воспринимается значительно сильнее, чем отдаленные негативные последствия непосредственно бездействия. Поэтому несколько минут, тревоги перед работой, перед каким-то созвоном кажутся значительно большей угрозой, чем стресс, который возникает через неделю из-за сорванного дедлайна, например. Это называется временное дисконтирование. Человек систематически переоценивает настоящее и недооценивает будущее. Более того, ситуацию усугубляет отрицательное подкрепление. Каждый раз, откладывая неприятную задачу, человек испытывает кратковременное облегчение. Уровень тревоги снижается, и мозг фиксирует избегание как эффективный способ решения проблемы. Но причина дискомфорта, разумеется, никуда не исчезает, не пропадает. Наоборот, задача становится более сложной, последствия тяжелее, и вместе с этим совсем эмоциональная нагрузка опять растет. В результате вероятность того, что ты еще раз это отложишь, она только увеличивается. И еще один фактор, о котором хочется поговорить, это когнитивная перегрузка. Когда задача становится слишком объемной и плохо структурированной, рабочая память, скажем так, не способна удерживать все ее элементы одновременно. Получается, по итогу, ощущение хаоса, потери контроля. И, как вы совершенно правильно догадались, мозг пытается вот это все
Ликвидировать. Каким образом? Правильно, избеганием. Нередко люди откладывают не потому, что там не могут решиться или что-то вот в этом радиусе, а потому что задача сложная, и человек не понимает, за что вообще ухватиться, с чего начать. Практическое упражнение. Если задача вызывает сопротивление, не надо с ней вот бодаться и пытаться выполнить ее полностью сразу. Попробуйте вот сделать какое-то действие, которое, самое первое действие, которое займет там не больше 2 минут. Там, скажем, открывайте документ, напишите какой-нибудь заголовок, то есть просто максимально элементарное что-то. Из раза в раз. На стримах, в видосах у себя, я говорю, постепенно. Психика не приспособлена для того, чтобы сразу резко все менять. Маленькими шажками. По чуть-чуть, раз и разгонишься. Чем ниже психологический порог входа, тем меньше вероятность, что механизм избегания запустится. Когда вы что-то начинаете делать, хотя бы начинаете, это уже снимает напряжение и уже облегчает дальнейшую работу. Дальше. Что действительно помогает перестать прокрастинировать? Не 20 анджумани, не вот это упражнение 3 раза в день делай, и спина болеть не будет. Преодоление этой пакости, то есть прокрастинации, начинается не с того, что вы прокачиваете силу воли, а с изменения принципа взаимодействие с дискомфортом. Полностью избавиться от неприятных эмоций перед тем, как начать что-то делать, разумеется, невозможно. Более реалистичная цель и гораздо более эффективная — это научиться начинать действовать при наличии вот этих неприятных ощущений. Эмоциональное напряжение чаще снижается не перед тем, как начать что-то делать, а когда вы уже непосредственно начали что-то делать. Я думаю, вы, кстати говоря, замечали это. Поэтому, когда вы думаете, что вот дождусь, когда будет подходящий вайб, когда будет нормальное настроение, тогда начну делать, вы, во-первых, скорее всего, не дождетесь, а во-вторых, это еще больше увеличит вероятность того, что вы опять отложите. И опять вот та самая прокрастинация. Ну, вот то же самое все. Дальше, что нужно сделать? Уменьшить когнитивную нагрузку. Чем менее определенной кажется задача, тем выше вероятность, что вы будете ее избегать. Всякие абстрактные цели, типа там написать диплом или привести жизнь в порядок, неизбежно создает впечатление неимоверного объема работы. Наоборот, что нам нужно? Конкретные действия. Открыть документ, написать введение, там, составить список источников, там, да что угодно. Вот такие какие-то фрагментарные штуки воспринимаются гораздо более выполнимыми. Чем яснее следующий шаг, тем легче приступить к работе. Вот это принцип основной. Что еще обязательно нужно делать? Нужно разделять мотивацию и дисциплину. Мотивация очень нестабильная штука, и зависит она, как правило, от эмоционального состояния. Дисциплина — это система повторяющихся привычек. Люди, у которых высокая продуктивность, они не испытывают желания постоянно работать. Как правило, они строят условия, при которых начать работать проще, начать действовать проще. Поэтому пробуем поменять окружающую среду. Отключаем уведомления, подготавливаем рабочее место, заранее определяем время работы. Это гораздо эффективнее, чем вот эти попытки и вот эти потуги взять себя в руки. Я же стихами заговорил. Практическое упражнение. Перед тем, как начать работать, отвечайте только на один вопрос. Какое следующее конкретное действие займет меньше 5 минут? Не надо думать обо всей задаче целиком. Когда вы сосредотачиваетесь на конкретном шаге, это уменьшает когнитивную нагрузку, снижает тревогу и значительно повышает вероятность того, что работа действительно начнется. Окей, более-менее у вас что-то получилось, начали действовать. Как не попасть обратно в эту прокрастинацию, в эту ловушку? Прокрастинация, как правило, редко исчезает окончательно. Любая задача, которая связана с неопределенностью или имеет высокую значимость для вас, вполне себе может опять запустить механизм избегания. Поэтому долгосрочная стратегия, она как бы не строится на отсутствии сопротивления, а в способности замечать это сопротивление и не давать ему управлять вашим поведением. И вот еще такой момент, смотрите. Дискомфорт перед началом работы, даже какой-то небольшой, это абсолютно нормальная реакция психики. Но при этом люди очень часто совершают одну и ту же ошибку. Они воспринимают внутреннее напряжение как сигнал о том, что нужно остановиться. По факту это означает только то, что задача требует каких-то усилий или связана с эмоциональной значимостью. Когда вы перестаете интерпретировать дискомфорт как признаки неправильного выбора, вероятность того, что вы начнете откладывать, снижается. Вообще очень полезно анализировать собственные триггеры. Понимание того, какие именно ситуации запускают механизмы избегания, позволяет заранее изменить, скажем так, условия выполнения задачи. Например, можно разбить ее на этапы, установить промежуточные сроки или снизить количество отвлекающих факторов. То есть это каждый должен сам посмотреть, разобраться, понять, а что именно, что мешает-то, что триггерит, почему вот это вот начинается, вот эта вся капушня. Еще такой очень важный момент. Ни в коем случае нельзя мыслить в категориях типа либо идеально, либо никак. Продуктивность определяется не отдельными какими-то всплесками мотивации. Мотивацию надо поднять, а регулярностью действий. Небольшой объем работы, который вы выполняете систематически, практически всегда оказывается эффективнее периодических попыток компенсировать то, что вы длительно бездействуете, интенсивной нагрузкой. Практическое упражнение. После того, как вы завершили какую-нибудь важную задачу, а желательно любую,
то есть в любом случае это делать. Выделите немножко времени, чтобы зафиксировать не результат, а сам факт того, что вы начали и доделали конкретный этап, который вы себе придумали, до конца. Такое подкрепление по чуть-чуть формирует новую привычку. Мозг начинает ассоциировать задачу или начало выполнения задачи не только с затратами усилий, но и с ощущением завершенности и контроля. Итак, дамы и господа, что хочется сказать в заключении. Прокрастинация — это не недостаток силы воли. И, упаси боже, не черта характера. В большинстве случаев это просто способ кратковременного снижения напряжения. Избегание приносит... в чем вся проблема-то, в чем соль? Избегание приносит только кратковременное облегчение, но при этом усиливает стресс, чувство вины и еще усложняет задачу, которая по факту может быть не особо-то и сложной. Как это изменить? Только одним способом. Перестать ждать. Перестать ждать, когда исчезнет дискомфорт. И постепенно, по чуть-чуть, маленькими шажками начать переписывать свой мозг. Опять же, очень часто я говорю о том, что мозг очень пластичная штука. Вместе с тем, что очень хитрый и очень любит нас обманывать, очень пластичная. Можно из него слепить все, что угодно. Но вопрос в том, что это делается постепенно, по чуть-чуть. Нужно чуть-чуть набраться терпения. Систематически, регулярно делать то, что вам нужно, и все, мозг начнет слушаться. Чем быстрее вы учитесь воспринимать неприятные эмоции, не как препятствие и какой-то трабл жесткий, а как нормальное сопровождение работы, тем меньше власти у прокрастинации. Я бы очень хотел, чтобы вы запомнили одну штуку после этого видоса. Мозг не требует от вас идеального результата. Мозгу просто достаточно первого действия. Именно вот это действие чаще всего становится точкой, в которой заканчивается прокрастинация. И начинается, разумеется, движение вперед. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите к нам на стримы, ссылочка в описании. Мы там сидим, отдыхаем, смотрим всякие... Сейчас у нас кулинарное лето, мы смотрим рецептики, потом смотрим кино, у нас киноаукцион, очень весело сидим, отдыхаем, кайфуем, балбесничаем. Приходите к нам. Пишите в комментарии, как у вас с прокрастинацией обстоят дела. Вы прокрастинируете? Или, может быть, вы как-то уже решили эту проблему? Если решили, какие лайфхаки использовали? Может быть, вы себя как-то через силу воли действительно получилось, что не очень эффективно, конечно, но везде есть исключения. Может быть, для вас было эффективно. Подписывайтесь на Телеграм, Инстаграм, ТикТок, что можно, что разрешено у вас на территории вашей страны, то и туда и подписывайтесь. Все ссылочки в описании. Ну что ж, до встречи, всем пока.